Привет всем, с вами я, Дженни, и это College Russian. Brandon is back from Latvia, and he was there for 2 weeks, even though these videos were published 1 week apart. He was actually there for 2 weeks in May, and today is our video where we're going to revisit a lot of those topics we talked about in Russian to see if his Russian has improved after those 2 weeks in Latvia. That's going to be the first half of the video, and then the second half of the video is going to be Brandon talking about his experience in English and giving some of his tips and pointers for those of you working professionals who are also dreaming of taking 2 weeks and going and doing an intensive language course. So make sure to stay tuned for that to hear some of those interesting experiences that he had. So again, if you haven't seen that first video and if you're not familiar with the OPI, the oral proficiency interview, definitely go look at that first video because I really break down the format of how you start easy and then gradually get more difficult, and then you calm back down and go easy again. So you're going to see me kind of doing a similar interview like that with Brandon today. And again, we're hoping that we have seen some improvements in his speech. No pressure, Brandon. Sorry. But we're hoping to see some improvements in his speech after that 2-week intensive course. So, окей, хорошо, давайте начнем. Вот, Брэндон, расскажите немного о себе. Окей. Меня зовут Брэндон, я из США, из Индианы, из именно Индианаполис. Индианаполис – это страница штата Индиана. Мне 46 лет, я работаю программистом, профессиональный, и я начинал изучать русский язык интенсивно чуть больше, чем 1 год назад. В моем свободном времени я работаю волонтером в организации, которая спасает кроликов, и я играю на гитаре, и у меня есть много интересов. Вот, я только что приехал из Риги на 2 недели. Я был там, чтобы интенсивно изучать русский язык. Так, очень интересно. И вот, мне вот очень интересно вот эта работа. Это вы сказали, что это типа приюта? Да, это типа приюта, да. И вы говорите, что спасаете кроликов. Интересно, именно как вы спасаете кроликов? То есть вы как находите их в лесу или как вы спасаете вот этих кроликов? Да, это интересный вопрос. Это именно домашние кролики, которые мы спасаем. Есть огромная проблема здесь, которые люди думают, что кролик это простой животное, и это не важно. Но они получают кроликов и сразу понимают, что это сложное дело на самом деле. То есть иногда они бросили кроликов на улице, и кролики не могут жить на улице здесь. И иногда кролики поехали в приюте,
в приют, и мы, то есть мы спасаем кроликов из этих местах, из этих места, да. Так, вот, интересно. И откуда у вас появилась такая любовь к животным? Еще раз, пожалуйста. Откуда у вас появилась такая любовь к животным? Интересно. Я, ну, это сложный вопрос также. У нас мы в организации разных людей, да, из разных вместе, из разный возрасты, и у нас есть разных опыты также. То есть, ну, мы все из наших опытов мы все понимали, что мы любим мы очень любим кроликов. И мы сразу поняли, что мы есть огромные проблемы, и мы очень мы хотим извини, помогить. То есть это тем, который связаны между ними, да, между нами. Так, и вот интересно, когда вы начали интересоваться русским языком? Больше, чем 20 лет назад, когда я был в школе, у нас был первый класс русского языка. И я был в этот класс, но и этот был очень интересно. Был в 1994 году, да, в четвертом году, и это чуть позже, чем СССР закончилось, да. То есть это было очень интересно. Мы изучали немного по-русски, алфавит и самые базовые вещи. Ну, это был как бы А0 уровень, да, не очень интенсивно. И до сих пор я почти все забил. Но когда масштабная война начинается в прошлом году, я решил, что пора, это очень важно начинать изучать серьезно русский язык. Так, ну, то есть вы, кстати, вот если, да, вы быстро учились, кажется, да, вот. Окей, теперь расскажите, то есть вы только что вернулись из Риги. Мне интересно, это был ваш первый раз в Европе? Нет, это не был мой первый раз в Европе. Я был во Франции почти 20
20 лет назад. Я был там, чтобы изучать французский язык. Я был там 2 месяца. 2 месяца. 2 месяца. месяца. И около 5 лет назад я был в Италии и в Германии, чтобы путешествовать. Так, окей. Расскажите, давайте сейчас посмотрим на ваши фотографии. Вот здесь очень интересно. То есть опишите, пожалуйста, вот квартиру, в которой вы жили, когда вы находились в Риге. Да, окей. Ну, это квартира. В этой квартире был несколько людей там. У меня есть в первом неделе у меня есть один сосед, и во второй неделе у меня был 4 соседей. То есть есть много студентов, которые может жить там. Это недалеко от школы, около 20 минут пешком, и недалеко от центра Риги, старой Риги, около 15 минут пешком. И был очень недалеко от бывшей КГБ задания. Было очень интересно. Эта квартира находится в улице, в один из самых главных улицы, называется Брīvības, который это значит свободно, улица свободной, что-то такое. И было бы очень круто. Я сразу понял, что это Рига, это разные истории, чем Индиана по поводу света и солнца. Солнце ночь это очень короткая. Солнце встает рано, и было бы интересно и чуть-чуть трудно для меня, честно. Что вы делали каждый день? То есть опишите ваш типичный день, когда вы учились в этой программе. Да. С понедельника до пятницы у нас был уроки. У меня был уроки утром и уроки днем. То есть около 5 часов дня. Утром мы пошли в школе и начинали уроки. Был маленький перерыв, чтобы ужинать, и потом у меня был 2 часа уроки днем. То есть было очень интенсивно, и я много изучал русский язык. Да, и после этого я гулял в центре Вилл и ходил в
в ресторане. Кстати, был 6 веганский ресторан. Супер. И, да. То есть вы не голодали. Это хорошо. И ночью у меня делал домашнее задание. Домашнее задание мне нужно 1 или 2 часа, чтобы делать. Как интересно. И я знаю, что вы хотели работать с беженцами из Украины. Вам удалось? Да, было очень интересно. По пятницам есть разговорный клуб по-английски, чтобы помогать их говорить по-английски, конечно. И когда я был там, я был в этом клубе 2 раза, и было очень интересно, очень прикольно. Очень прикольно, честно. Супер. И вот интересно, вот это немножко, что вы узнали об истории Латвии? То есть вы сказали, что это совсем разная история, конечно, от Индианы. Чем отличается история Латвии от, например, истории России? Или чем отличается латышской культурой от российской, русской культуры? Да, это очень сложная тема, честно. Есть Латвии был много сроков оккупации в Латвии, и, по-моему, 70 лет Латвии был под оккупацией России. И после 1991 года Латвия стал свободным страной. То есть есть сложные отношения между латышские и русскоязычные людьми из-за этой истории. Так, очень хорошо. Быстро. Если бы у вас был шанс туда ездить еще раз, что вы бы делали по-другому? По-другому. Если бы у меня был шанс, чтобы именно изучать и говорить, изучать русский и говорить на русском, то я был бы, в-первых, я был бы найти преподавателя на или iTalki, или Tandem, или сита похоже, который живет там, что и начинать работать с ними, чтобы когда я был бы там, у меня был бы друзья там, да, и у меня был бы как бы
связаны, чтобы людей, с которыми я мог бы говорить там и так далее. В первую очередь, я думаю, что так. Во-вторых, что дальше? Я думаю, что я бы работал много здесь, чтобы найти возможности, чтобы говорить больше. Потому что было бы один из вещей, чтобы мне не удалось. Я не говорил достаточно по-русски. Очень хорошо. Ну, хорошо, и расскажите более, что очень нравилось в Риге? Ну, что мне было удивительно и очень прикольно видеть поддержку Украины там. Поддержка Украины там очень сильно. И это было идеально, просто идеально. Что дальше? Город Риги, очень европейский город, был очень прикольно из-за этого. И вообще страна Латвии не совсем большая страна, конечно. То есть возможность путешествовать, и я не делал много, когда я был там этот раз, потому что моя цель была бы изучать. То есть в следующий раз я думаю, что я бы путешествовал. Так. Окей, очень хорошо. Сейчас перейдем на английский. Good. So, your grammar has, in fact, gotten a lot better. So, вы не зря, like, you didn't study grammar in vain. Your verb conjugations have gotten a lot better. Your vocab, I was really proud of you in that moment where you're like, отношения. You know, I feel like before you would have struggled to find a big abstract word like that. So you did a great job there. So I absolutely see improvements. And like you said, what you wish you would have done differently is had more speaking. Yeah, because you're still very choppy in your speaking, but that's because you don't have the opportunity to speak all day, every day, right? So that's to be expected. But I loved in your grammar where you would catch yourself. For example, you first said something like "2 месяцев," and then you caught yourself and you corrected it to "2 месяца," right? So whatever you were doing there with grammar, it worked because the wheels are turning in your head and you're starting to notice how things are working. So yeah, I feel like your grammar your vocabulary got a lot bigger and deeper, right? So not only did it get broader, it got deeper. So more abstract things you were able to talk about. Yeah, the topic of the history of Latvia, right? That's a super kind of advanced high level. And yeah, you talked about it. That was interesting. So yeah, I think you made a lot of progress. And like you said, you identified the main thing you need at this point is just consistent speaking practice, right? Mm-hmm. So yeah, let's talk about the program then. Let's go back to these videos. And again, let's assume that, not these videos, these pictures. Let's assume that you're speaking to the audience. Most of my private students are like you. They're working professionals. They get 2, maximum 4 weeks off a year. So break down the costs for us. Yeah, the costs were, I'm going to give ballpark numbers. I would have had that available. But I think the costs were about the total cost for the 2 weeks that I was there
was about 1,500 euros, maybe 1,600 euros, which included 3 hours a day, 5 days a week of intensive group classes, plus another 2 hours a day of one-on-one intensive instruction. So a total of 5 hours a day instruction, and 5 days a week. And then it also included lodging. It included the shared, I opted for the shared flat because of my vegan diet. They said this will probably be the best option for you. So it included that. And it also included transfer from the airport after I landed. So it was kind of all inclusive. You just land and then they take care of you there until basically it's time to leave. So cost wise, you know, depending on where you're coming from, that may be a little bit much, or it may be reasonable. I was doing a lot of reflecting, and I was like, you know what, could I do this by finding an individual tutor? And if you're finding an individual tutor, you're thinking, you're somewhere around 20 euros an hour. And if you're 5 hours a day, you're 100 euros a day times 5, you're 500. So just your instruction there for the 2 weeks is $1,000, and then you have lodging to deal with for a little over 2 weeks. So cost wise, probably pretty comparable to kind of a roll your own solution, which I think speaks a lot. And the cool thing is you get you get a textbook. Yeah, that's what I was wondering. Do they provide the textbooks? They provide a textbook and a lot of handouts. There was a lot of structure to it. It really felt like I stepped into auditing a really high quality college course, a university. I kind of stepped in the middle of where they were, and I was there for 2 weeks, picking up where they were. They put me in a good level, which was a little higher than where I was, so that I was constantly stretching, which was good. It was really hard, but I think was really rewarding in that way. Really structured. There was no idle time. The classes were boom, boom, boom. Always learning, always studying, always doing things. So I felt value was really good. Every single moment I got value out of. How many students were in your class? The group class, the first week there were 2 of us. The second week there were 3. Students are kind of coming and going all of the time in this program. There was one student there who had been there for like 8 months, and she still had another 4 months or so left to go. And then there were these transients like me who would kind of cycle in and out of classes. So small class sizes, and I think that they say they like to keep them less than 5 people or so. So you get a lot of, even in that class, you get a lot of one-on-one, but you also get a lot of what I find is valuable, and it's hard to do self-study, is you get a lot of this interaction with fellow learners, right? Right, and you learn from their mistakes, which I think is important, right? Absolutely. It's really valuable. So give me an example of a sample lesson, like something you guys did or talked about that was particularly memorable. Well, in some ways, every day was memorable, but in some ways, I learned so much that I can't remember anything. So we would start. So we would arrive in the morning. Class would start at 9 o'clock. We would take 15 to 20 minutes to do a conversational warm up. What did you do yesterday? What are your plans for today after school or whatever? So kind of getting a little bit warmed up, and then we would maybe review any of the topics that we had previous, or continue on with those topics. So one topic, for instance, was working with time constructions. Se, do, se, po. And all kinds of the time constructions. So we would kind of review what we did, and then talk a little bit about it, read some in the textbook, read some reading, talk about the reading, do some reading comprehension, and then in that reading, the grammatical topics that we were studying were woven in there. So, okay, well, here's the read, here's that, and we do some exercises, and then kind of make up our own exercises, and make so that we were okay, write 3 sentences using this construction with these words. We were reviewing vocabulary, a
ton of vocabulary. I was probably encountering 50 to 75 new words a day. And that was almost impossible to memorize all that vocabulary for me. But lots of new vocabulary. We would have, again, a little bit of more conversational practice. We might have audio. I think every day we had like an audio excerpt we'd have to listen to, answer questions about, that sort of thing. And so yeah, that was kind of the morning class, or the morning. Every Friday we would have a test that was over the grammar concepts and the vocabulary that we learned. If we learned 250 words, there might be 20 that we were quizzed on, but you had to kind of be ready for any of those. And then the test was, it was not oral, but it was everything else. It was reading, writing, vocabulary, and that sort of thing, grammar practice. At one point, we had to do a presentation on, one of the readings was about the history of the Nobel Prize, so that we can, study grammar on that and learn a lot of vocabulary. And so we had to pick a Nobel Prize winner from our country and give a 5-minute presentation on it. So that's cool. Did you end up, leaving the classroom and going on any excursions around the town? The first day after the afternoon classes were over, we did have an excursion led by the school, which I think it was about 2.5 hours. We walked around Old Town Riga, so everywhere that we can find, and she talked about history and this is all in Russian? Oh, completely in Russian. Oh, yeah. Fun. Okay. Yeah, and she's a old timer from there in Riga, so. Yeah, that was really cool. Other than that, I didn't join any other excursions. So it was kind of a make my own excursions to the. But you could have. There were some that were available. I didn't. You can talk to the school, and they have other excursion options there. Yeah. Okay. Cool. So, there was awesome. a meetup group that I went to, which was Meet People in Riga, which is cool. Just this was outside of the school structure, but it was on meetup.com, and I was like, hey, let's go meet people in Riga. And so they had it at one evening at a bar, and there were people from 10 different countries there. Cool. So I got to speak, English and Russian. There were several Russian speakers there, even some French, and so that was really a really awesome, way to go about it. Plus volunteering Friday evenings and stuff like that, and then going to the market and speaking. So I tried to find opportunities every day that I could. They just weren't quite as long as I wanted to. Awesome. Well, great. I'm so excited that you got to do that, and I'm really excited that you were willing to film the whole thing, because it takes a special kind of bravery to put yourself out there for everybody to criticize and pick on all your mistakes and everything. But yeah, I think it was definitely a good investment of your money, because yeah, I'm seeing improvements, and just in those 2 weeks, and hopefully now you have a clearer vision of kind of what you now want to work on, and how to proceed going forward. Do you see yourself doing this again next year? Maybe. I haven't made any solid plans, but it's definitely a candidate. I would do this again. I would really like to go to Ukraine. Oh yeah. Well, let's hope that that's the option here in the next little bit. But yeah, well, that's super awesome. Thank you so much for doing this, and thank you for being willing to share your experience with everybody. Please, if you have any questions for Brandon, leave them in the comments below, and he'll probably come back and maybe visit from here, and maybe he can answer some of those questions. So again, thank you so much to Brandon. Please leave some encouraging thank you, grateful comments below, because again, it takes a very brave soul to put yourself out there for everybody to see. So again, thank you for participating, Brandon, and это все на сегодня. Хорошо, до свидания. So, okay.